Ашкеназские евреи по названию Германии в средневековой раввинской литературе представляют большинство ныне живущих евреев и появились в результате расселения средиземноморских евреев на севере Рейнской области в раннем Средневековье, земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Между XIII и XV веками популяция ашкеназских евреев существенно расширилась, как географически, сначала в Восточной Европе, а после и за ее пределами, так и численно, около 10 миллионов в настоящее время. Кстати, этот выпуск сделан при поддержке потомков семьи Каценелленбоген, жившей в XIX – начале XX века в местечке Любавичи, и чей дальний родственник по мужской линии упоминается в исследовании, как Эрфурт 14847. Начиная с первых дней развития генетики человека, у ашкеназских евреев были выявлены десятки патогенных вариантов в генах, связанных с аутосомно-рецессивными заболеваниями, что привело к разработке успешных программ скрининга на этапе планирования беременности. Значительная часть этих вариантов чрезвычайно редка за пределами групп ашкеназских евреев и появляется на фоне давно распространенных гаплотипов, что подразумевает, что ашкеназские евреи произошли от небольшой предковой популяции основателей. Совсем недавно исследования выявили высокий уровень родства у ашкеназских евреев на основе сегментов ДНК идентичных по происхождению, присутствующих у несвязанных близким родством людей, что является признаком происхождения от довольно небольшой группы, о чем также свидетельствует наличие 4 митохондриальных линий у 40% ашкеназских евреев, которые происходят из доисторической Европы, как и большая часть менее распространенных линий. Таким образом, подавляющее большинство ашкеназских предков-основателей по материнской линии были не из Леванта или Кавказа, а из Европы. Помимо этого, количественное моделирование показало, что ашкеназские евреи пережили резкое сокращение численности, так называемый эффект бутылочного горлышка, уже после формирования популяции, в позднем Средневековье, и что эффективный размер их популяции после этого исчислялся сотнями. Здесь стоит учитывать эффект основателя и эффект бутылочного горлышка, которые произошли последовательно. Происхождение ранних ашкеназских евреев, а также история событий смешения, которые сформировали их генофонд, являются предметом споров. Генетические данные подтверждают смешанное ближневосточное и европейское происхождение ашкеназских евреев, указывая на то, что они имеют промежуточную родословную между населением Ближнего Востока и Европы, около 40% ближневосточной и около 60% европейской. Это основано на однородительских маркерах в виде гаплогрупп из обоих регионов, а также на аутосомных данных. Эти и другие аутосомные исследования также показали, что ашкеназские евреи генетически отличаются от других. Недавнее моделирование показало, что 60-80%, то есть большая часть из 50-70% европейской родословной у ашкеназских евреев согласуется с южноевропейскими источниками. Популяция ашкеназских евреев в целом генетически довольно однородна, с небольшими различиями в зависимости от современной страны проживания, что условно разделяет их на восточноевропейских и западноевропейских. При этом, несмотря на недавний прогресс в изучении генофонда ашкеназских евреев, некоторые демографические вопросы все же остаются открытыми, в том числе о времени, месте основания популяции и маршрутах распространения после сокращения численности, а также о времени, месте и источниках примеси. Изучение геномов ашкеназских евреев, живших ближе ко времени образования их популяции, может пролить свет на эти вопросы. В своей работе, обзор которой я представляю, авторы исследовали ДНК средневековых ашкеназских евреев XIV века из Эрфурта, в Германии, где они проживали с конца XI века по 1454 год, с небольшим перерывом после, мягко говоря, печальных событий в Страсбурге 1349 года и последующих погромов до 1351 года в странах средневековой Европы во время чумы. Полученные результаты. Исторический и археологический контекст. Первая еврейская община Эрфурта, существовавшая до 1349 года, была старейшей в Тюрингии, а ее кладбище также использовалось жителями соседних городов. Во время погрома 1349 года большинство евреев Эрфурта и ближайших общин были убиты или изгнаны. Евреи вернулись в Эрфурт в 1354 году, чтобы основать вторую общину, которая была одной из крупнейших в Германии.
После очередного изгнания евреев в 1454 году на еврейском кладбище было построено зернохранилище. В 2013 году зернохранилище пустовало, и город разрешил переоборудовать его в парковку. Это потребовало дополнительного строительства и проведения археологических спасательных раскопок. Люди, которых исследовали в данной работе, были похоронены в юго-западной части средневекового еврейского кладбища. Археологические находки позволяют предположить, что это место использовалось второй общиной. Радиоуглеродный анализ 10 человек показал, что все они жили примерно между 1270 и 1400 годами. Но данные не были информативными относительно того, использовалось ли это место первой или второй общиной. Предполагаемый возраст умерших варьировался от 5 до 60 лет. При этом 14 из 33, 42% были моложе 20 лет. Причину смерти точно удалось установить только для одного человека, I-14904, который был убит несколькими ударами по голове острым предметом. Исследование предков представителей современных религиозных групп предполагает определенные трудности. Еврейские законы, которым следовали ашкеназские евреи Эрфурта, запрещают беспокоить умерших, включая эксгумацию для большинства целей. Но исследователям удалось найти компромисс с раввинами при условии, что будут использованы только отдельные зубы, взятые из уже извлеченных на тот момент 38 останков. Однако данные по всему геному, прошедшие контроль качества, были получены только для 33 человек, 19 женщин и 14 мужчин, со средним количеством однонуклеотидных полиморфизмов в 383 тысячи, охваченных по крайней мере одной последовательностью. Обратите внимание, что это значительно больше, чем по половым хромосомам. При этом следов бактерий чумной палочки в последовательностях ДНК не было обнаружено. Помимо этого, в исследовании также были выявлены патогенные варианты генов. Родственные связи. Среди изученных людей было выявлено две группы близких родственников. Одна включала мать с сыном и дочерью, где дети были похоронены в 3 рядах от матери, ориентация могилы которой была противоположной всем остальным захоронениям, а вторая группа родственников состояла из похороненных рядом упомянутого ранее мужчины, убитого ударом по голове, и его дочери. Также было выявлено 3 похороненных рядом человека, степень родства которых точно установить не удалось из-за низкого количества полученных ДНК-маркеров. Однако у 2 из них была определена линия митохондриальной ДНК U5A1A2A, не встречавшаяся у других людей из выборки. Оценка происхождения и структура средневековой популяции. На графике анализа главных компонент ашкеназские евреи из Эрфурта пересекались с современными ашкеназскими евреями, а также с другими европейскими средиземноморскими народами. Интересно, что средневековые ашкеназские евреи из Эрфурта отличались от современных ашкеназских евреев большим разбросом по линии Европа-Ближний Восток. Авторы разделили ашкеназских евреев Эрфурта на 2 группы, в зависимости от близости к европейским и ближневосточным популяциям. Дополнительные анализы, методика которых описана в оригинале работы, подтвердили обоснованность такого разделения на 2 отличающиеся группы, в отличие от непрерывного градиента изменчивости. Поочередное сравнение 2 групп ашкеназских евреев из Эрфурта с современными ашкеназскими евреями восточноевропейского и западноевропейского происхождения показало, что современные западноевропейские их популяции почти полностью пересекались со средневековыми популяциями Эрфурта из группы, приближенной к ближневосточным популяциям, которые также пересекались и с сефардскими евреями Турции. А современные ашкеназские евреи восточноевропейского происхождения занимали промежуточное положение между 2 группами средневековых евреев Эрфурта, но ближе к группе, приближенной к ближневосточным популяциям. Дальнейшие тесты, включая F4 статистику, показали, что ашкеназские евреи из Эрфурта, близкие к европейским популяциям, имеют больше европейской родословной, особенно восточноевропейской, чем средневековые ашкеназские евреи из Эрфурта, близкие к ближневосточным популяциям, и современные ашкеназские евреи. Изотопный анализ эмали зубов подтвердил различия между 2 группами. Они были значительными для соотношения стабильных изотопов кислорода-18, что свидетельствует о различиях в источниках воды у представителей этих 2 групп Эрфурта в детстве. Тем не менее, несмотря на различия, не наблюдается признаков культурного или временного разделения на свой-чужой. При этом обе группы из Эрфурта
ближе к современным ашкеназским евреям, чем к какой-либо другой еврейской группе. Это генетическое сходство, несмотря на то, что они жили с разницей в 600-700 лет, предполагает высокую степень эндогамии в течение этого периода, то есть браки они заключали преимущественно в рамках своей субэтнической группы. А близость к популяциям Восточной Европы, средневековых евреев Эрфурта из группы, близкой к европейцам, может быть связана с исторически зафиксированной миграцией семей из Богемии, Моравии и Силезии во вторую общину Эрфурта после 1354 года. Примечательно, что согласно данным анализа ДНК 6 человек, найденных на дне средневекового колодца в британском Норвиче, которые были одними из жертв эпизода антисемитского насилия 6 февраля 1190 года, они генетически были сильно близки к современным ашкеназским евреям, а их родословная моделировалась как смесь 33% сефардских евреев и 67% сицилийцев без восточноевропейской примеси, что также предполагает ее появление у ашкеназских евреев не ранее XIII века. А любое гипотетическое событие смешения между ашкеназскими евреями и жителями Восточной Европы за последние 20 поколений должно было быть ограничено заменой не более 2-4% от их общего генофонда, то есть не более 0,2% на поколение. Помимо этого, тестовые сравнения популяции ашкеназских евреев, как средневековых, так и современных, с популяциями Ближнего Востока, включающих и турецких евреев, позволяет предположить, что эти группы имеют схожие источники ближневосточного происхождения. Количественное моделирование происхождения. В работе авторы рассмотрели модель, в которой средневековые ашкеназские евреи из Эрфурта представляют собой смесь следующих источников: южноевропейского, включающего южных и северных итальянцев, ближневосточного, включающего друзов, египтян, бедуинов, палестинцев, ливанцев, иорданцев, сирийцев или саудовцев, и восточноевропейского, представленного русскими. В качестве источников авторы использовали современное население, поскольку моделирование с использованием древних источников было неудачным. Поэтому эти модели надо адекватно воспринимать. Они отражают генетические связи между предковыми источниками ашкеназских евреев и современных популяций. Многочисленные модели с участием южных итальянцев оказались правдоподобными, что согласуется с историческими данными, указывающими на итальянский полуостров как на источник популяции ашкеназских евреев. Средние пропорции примесей у обеих групп представителей Средневековья по всем вероятным моделям составляли 65% вклада популяции Южной Италии, 19% Ближнего Востока и 16% Восточной Европы. А по отдельности ашкеназских евреев Эрфурта, близких к популяциям Ближнего Востока, можно смоделировать как смесь 97% сефардских евреев из Турции и 3% немцев, а представителей группы средневековых евреев, близкой к европейским популяциям, можно смоделировать как смесь 69% эрфуртских ашкеназских евреев, близких к популяциям Ближнего Востока, и 31% русских. При этом в индивидуальных моделях величина восточноевропейского вклада была сильно изменчива у ашкеназских евреев Эрфурта. В группе, близкой к популяциям Европы, он в среднем составлял 33%, но не был обнаружен у 9 из 13 средневековых евреев из группы, близкой к ближневосточным популяциям. В свою очередь, современных ашкеназских евреев можно было смоделировать как смесь 60% средневековых ашкеназских евреев Эрфурта, близких к популяциям Ближнего Востока, и 40% представителей другой группы, близкой к европейским популяциям. В совокупности результаты показывают, что группа Эрфурта, близкая к популяциям Ближнего Востока, генетически близка и к сефардским евреям, а группа, близкая к европейским популяциям, получила дополнительную восточноевропейскую примесь. А современные ашкеназские евреи сформировались в результате почти равномерной смеси этих двух групп. Лингвистические, культурные и ономастические, то есть изучающие любые собственные имена исследования, выявили различия между ашкеназскими евреями из Западной Европы, представляющими ранние общины Рейнланда, и ашкеназскими евреями из Центральной и Восточной Европы. Эти группы называли по их способу произношения 8-й буквы еврейского алфавита хет. Западные группы, вероятно, произошли в основном от евреев, населявших Северную Францию и Италию, непосредственно за столетия до этого. Они придерживались уникального религиозного обряда и носили имена, отличные от имен евреев, живших на Востоке, и в течение первых столетий второго тысячелетия говорили на немецких диалектах
структурно схожих с диалектами христианского большинства. В исследовании представителями западной общины, возможно, были эрфуртские евреи с большим ближневосточным происхождением и современные евреи западноевропейского происхождения, а восточные евреи населяли юго-восточную Германию, Австрию, Богемию, Моравию и Силезию. А первыми крупными поселениями были Регенсбург, Прага, Магдебург и Галле. В первые века второго тысячелетия к большей части этой территории применялся древнееврейский географический термин «кнаан», а старочешский был основным языком, на котором говорили местные евреи, кроме самой западной части района, охватывающего Регенсбург, Австрию и западной общины Восточной Германии, где евреи говорили на немецких диалектах. Если эта группа представлена эрфуртскими евреями с большим европейским происхождением, то они ранее смешивались с местным нееврейским населением. Эрфурт при этом, возможно, находился на границе между двумя общинами ашкеназских евреев. Исследование имен, диалектов и религиозных обрядов современных ашкеназских евреев позволяет предположить, что западная и восточная общины в итоге объединились и сформировали единую ашкеназскую культуру, определяемую единым религиозным обрядом и языком идиш. Доступные списки еврейских мучеников из Эрфурта 1221 год и соседнего Вайсензя 1303 год показывают наличие имен, типичных для западных ашкеназских евреев. Эти евреи или их предки мигрировали в Тюрингию из Рейнской области. Тем не менее, в источниках из Эрфурта второй половины XIV века многочисленные славянские имена указывают на присутствие там восточных ашкеназских евреев. Эти соображения могут объяснить, почему выборка только из одного участка кладбища в Эрфурте позволила выявить структуру средневековых ашкеназских евреев. При этом негенетические различия почти исчезли к XVI веку, что согласуется и с отсутствием генетических различий у современных ашкеназских евреев. Однако, рассматривая модели родословной, стоит учитывать, что по составу современные древние популяции отличались, и пропорции примесей не следует считать точными. Модели с южноитальянским происхождением имеют правдоподобную историческую основу. Однако эти модели предполагают, что только около 20% предков ашкеназских евреев из Эрфурта имеют ближневосточные корни, меньше, чем предыдущие оценки. Это также может быть истолковано как подразумевающее, что современные ашкеназские евреи получили лишь малую часть своей родословной от древних иудеев. И если это так, то большинство ашкеназских евреев обязаны своим происхождением новообращенным европейцам. Хотя это одно из возможных объяснений, потому как сами современные итальянцы имели гораздо более высокую долю ближневосточной примеси, по крайней мере со времен Римской империи в Европе. И это особенно характерно для современной Южной Италии. Таким образом, альтернативное объяснение этим наблюдениям состоит в том, что истинная доля ближневосточной родословной у ашкеназских евреев выше, чем в модели, около 30-50%, а фактический вклад итальянцев не так велик, как предполагает этот анализ. Согласно обширному набору изученных моделей, ближневосточное происхождение эрфуртских ашкеназских евреев оценивается в диапазоне от 19 до 43%, а европейско-средиземноморское в диапазоне от 37 до 65%. В частности, уровни ближневосточного происхождения в Италии исторически были различными, и популяции Ближнего Востока также были изменчивыми за последние 2 тысячелетия, особенно в плане африканской примеси. В противоположном сценарии ашкеназские евреи могут вообще не иметь предков из Древнего Леванта. Это могло бы иметь место, если бы не итальянское население с большей примесью от популяции Леванта, чем у современных южноитальянцев, было бы источником левантийских предков, наблюдаемых у ашкеназских евреев. Авторы исследования считают, что все возможные сценарии вероятны. Таким образом, результаты из исследования следует интерпретировать только как предположение о том, что предки ашкеназских евреев имеют связи с населением, проживающим сегодня в Средиземноморской Европе и на Ближнем Востоке. Историческая интерпретация моделей источников происхождения ашкеназских евреев. Хорошее соответствие модели родословной ашкеназских евреев из Эрфурта, в которых ее источником была Италия, особенно южная, обеспечивает некоторую поддержку теории происхождения там их предков. Южная Италия – одно из немногих мест в Европе, где есть свидетельство еврейской демографической и культурной преемственности от позднеримского периода до раннего Средневековья и далее. В течение этого времени еврейские общины Южной Италии
находились в непосредственном контакте с еврейскими общинами Палестины в византийский и раннеисламский периоды, от которых они получали литургические традиции и распространяли по Европе, а позже они появились в сборнике молитв ашкеназских евреев. Также поддерживались связи с еврейскими общинами в других частях Восточного Средиземноморья в связи с тем, что Южная Италия в конце XI века была частью Византии. Все имеющиеся на сегодняшний день свидетельства указывают на то, что в римский период и в раннем Средневековье евреи были тесно интегрированы в сообщество Южной Италии, с историческими свидетельствами того, что в Южной Италии существовал по крайней мере некоторый обмен генами между евреями и неевреями, поскольку в позднеримский и раннесредневековый период имперские и церковные власти пытались предотвратить практику смешанных браков между евреями и христианами, а также предотвратить обращение неевреев в иудаизм. Когда со временем авторитетные евреи с развитыми связями из Южной Италии начали переезжать на север, к ним присоединились и другие евреи из Центральной и Северной Италии. Например, известно, что еврейская семья Колонимус с итальянского полуострова оказала большое влияние на жизнь ашкеназских евреев в Майнце и Шпайере X века. Это было многослойное миграционное наследие, которое может быть отражено в генетической родословной, связанной с Южной Европой, которую можно наблюдать в модели генофонда эрфуртских евреев. Тем не менее, греки также могут подойти для модели, основанной на средиземноморско-европейском происхождении. В эпоху эллинизма, начиная с IV века до нашей эры, евреи двинулись на север, в Малую Азию и Грецию, включая такие острова, как Делос, который в то время был крупным торговым центром. Хотя поначалу отношения между евреями и греками были напряженными, в римский период они активно взаимодействовали. Существует множество археологических и письменных свидетельств существования активных еврейских общин как в Греции, так и на западном побережье Малой Азии, в городах, которые возникли как греческие колонии. Позже, начиная с периода ранней Римской империи, еврейские общины существовали на юге Италии и на Сицилии, особенно в Таранто, Апулия и Сиракузах, Сицилия. А данные о том, что около 15% предков ашкеназских евреев имеют восточноевропейское происхождение, согласуются и с результатами предыдущего исследования. Однако эти популяции могли происходить из обширных регионов Центральной и Восточной Европы, особенно учитывая зарегистрированную миграцию в Эрфурт из Богемии, Моравии и Силезии. Генетические данные свидетельствуют о высокой степени эндогамии среди ашкеназских евреев на протяжении последних 700 лет. Исторические свидетельства указывают на то, что практика смешанных браков между евреями и христианами не одобрялась средневековыми еврейскими и христианскими властями. Генетические данные также свидетельствуют, что на практике в еврейскую общину с этого периода поступало очень мало генов извне. Это говорит о том, что большая часть генофонда, связанного с Восточной Европой, возникла еще до XIV века. Свидетельство сокращения численности популяции. Предыдущие анализы сегментов ДНК, идентичных по происхождению, и патогенные варианты предположили, что средневековые ашкеназские евреи пережили снижение численности популяции, так называемый эффект бутылочного горлышка. Однако детали этого события еще не полностью выяснены. Сравнение линий митохондриальной ДНК K1A1B1A, одной из 4 наиболее распространенных линий у ашкеназских евреев, которая почти отсутствует у людей нееврейского происхождения, но была определена у 11 неродственных средневековых жителей Эрфурта, показала, что время до самого последнего общего предка составляет около 1500 лет, но с большими диапазонами. Причем эта линия преобладала у ашкеназских евреев Эрфурта с большим ближневосточным происхождением, что согласуется с более высокой ее частотой у ашкеназских евреев западноевропейского происхождения. В целом результаты анализа митохондриальной ДНК свидетельствуют о том, что средневековые и современные евреи испытали общее событие сокращения численности популяции. Это также подтверждает анализ участков гомозиготности и наличие аллелей-основателей у ашкеназских евреев. Однако с определением деталей и времени сокращения численности популяции оказалось не все так просто. Моделирование предполагает, что сокращение численности популяции произошло около 1000 лет назад, в момент формирования ранних сообществ ашкеназских евреев. То есть его можно соотнести с эффектом основателя. Однако фактическое количество участков гомозиготности
у средневековых евреев из Эрфурта превышала ожидаемые в такой простой модели. Поэтому, учитывая, что евреи Эрфурта представляют собой только один средневековый участок, авторы допустили существование еще одной популяции ашкеназских евреев, численность которой в момент сокращения как предковой для Эрфурта популяции, так и самой эрфуртской популяции с 9 по 15 век существенно не менялась, но сократилась в конце этого процесса при слиянии с другой группой ашкеназских евреев. Обе группы впоследствии внесли почти равный вклад в формирование генофонда современных ашкеназских евреев. Такая модель хорошо соответствует как современным, так и древним данным. При этом разделение между этими популяциями совпадает с началом сокращения численности предковой популяции для евреев из Эрфурта 40-45 поколений назад или приблизительно 1000-1200 лет назад. Этот период начался задолго до того, как в конце XI века преследования евреев в Рейнской области стали массовыми. Сокращение численности предковой популяции на ранних этапах формирования общины ашкеназских евреев могло отражать исторические свидетельства того, что первоначальные поселенцы состояли всего из нескольких десятков семей, которые не всегда были желанными гостями и не имели преимуществ полностью развитой еврейской общины. То есть это событие можно связать с эффектом основателя. Однако увеличение численности ашкеназских евреев в моделях произошло 20-25 поколений назад, или примерно 500-700 лет назад. Это подтверждает исторические данные о постепенном демографическом росте еврейской общины на землях Германии. Этот рост трудно поддается количественной оценке, но особенно начиная с 1300-х годов он, по-видимому, был значительным, учитывая быстрое увеличение числа городов, в которых проживали еврейские общины. А продолжительность времени, за которое сокращалась численность популяции, около 20 поколений или 500 лет, соответствует и эффекту основателя, и эффекту бутылочного горлышка, и, возможно, повторному эффекту основателя после смешения с другой популяцией с общим первоначальным эффектом основателя. Патогенные варианты. В геномах ашкеназских евреев Эрфурта было обнаружено 11 патогенных вариантов с высокой степенью достоверности и 5 с низкой. Все варианты с высокой степенью достоверности присутствовали у 8 человек из Эрфурта. 6 из обнаруженных вариантов были ранее датированы с использованием современных геномных данных. При этом их предполагаемое время происхождения соответствует присутствию их уже в XIV веке. Большинство этих вариантов находятся в генах, включенных в панели скрининга на этапе планирования беременности в наши дни. Помимо этого, авторы оценили варианты, связанные с выбранными немедицинскими или полигенными фенотипами. Варианты, связанные с восприимчивостью лактозы во взрослом возрасте, пигментацией глаз, волос и предположительно риска чумы, имели схожую частоту у средневековых и современных ашкеназских евреев. Интересно, что по сравнению с европейцами, аллель восприимчивости лактозы во взрослом возрасте был менее распространен у ашкеназских евреев – 10% у современных и 11,7% у средневековых, против 60% у европейцев. Но это различие может отражать градиент в Европе, где его частота составляет 69,8 у северо-западных европейцев и только 33% у южноевропейцев. Обсуждение и выводы. Анализируя геномные данные средневековых жителей Эрфурта, авторы работы дополнили и уточнили наше понимание происхождения ашкеназских евреев. Их родословная была тесно связана с родословной современных ашкеназских евреев, что свидетельствует о высокой степени ее стабильности за последние 700 лет. Эндогамия и смешение в пределах субэтнической группы евреев со времен Средневековья способствовали формированию наблюдаемой однородной генетической структуры ашкеназских евреев. Однако средневековые ашкеназские евреи Эрфурта имели более разнообразную генетическую структуру, чем современные, и были разделены на группы. Одна была ближе европейским популяциям, демонстрируя незначительную примесь от популяций, связанных с Восточной Европой, а другая имела родословную, близкую к таковой, у современных западноевропейских ашкеназских евреев и современных сефардских евреев. Изотопные данные также указали на разное географическое происхождение этих средневековых групп. Вероятно, в позднем Средневековье население ашкеназских евреев было лингвистически и культурно разделено по оси Запад-Восток. Группа, близкая к ближневосточным популяциям, вероятно, представляла собой потомков первых ашкеназских евреев, поселившихся в Рейнской области.
В одном источнике прямо упоминается, что Эрфурт находится на границе между двумя группами, и в XIV веке именно данные в Эрфурте были типичны как для западных, так и для восточных ашкеназских евреев. Эти моменты, наряду с данными о миграции во вторую общину с Востока, могут объяснить, почему в Эрфурте были обнаружены люди, принадлежащие к обеим генетическим группам. Помимо этого, результаты не исключают еще большего разнообразия средневековых групп ашкеназских евреев за пределами Эрфурта. Многочисленные данные также свидетельствуют о том, что популяция эрфуртских ашкеназских евреев уже сталкивалась с общим для современных ашкеназских евреев событием сокращения численности популяции и генетического разнообразия. В соответствии с предыдущими исследованиями, авторы датируют начало роста популяции ашкеназских евреев примерно 20-25 поколений назад или 500-700 лет назад. При этом средневековые ашкеназские евреи из Эрфурта в своей популяционной истории столкнулись с более серьезным сокращением численности, чем современные, но их предки, вероятно, были генетически более разнообразными. А я на этом не прощаюсь и прошу помочь развитию канала. Напомню, что по договоренности можно стать спонсором выпуска и предложить темы для следующих роликов, естественно, без вмешательства в результаты исследований. Этот выпуск тому пример.